Всем привет! Сегодня я буду делать золотой топор. Вот этот. Более подробно я его сниму в конце ролика. Также в конце ролика вы можете найти ссылки на другие видео. Строго прошу меня не судить за этот топор. Этот топор экспериментальный. Я просто испытываю разные всякие способы. В данном случае я просто покрывал топор латунью и смотрел, что у меня из этого получается. Я думаю, это не последний опыт над этим топором, поэтому я особо сильно не украшал его. Если придется, буду снимать ручку и еще что-нибудь с этим топором делать. В общем, смотрим, как я его делал. Есть у меня в запасах вот такие старые топоры, у которых уже лезвие достаточно прилично выработано. Возьмем вот такой топорик и сделаем его чуть поменьше. Ну, то есть я имею в виду, лезвие будем максимально использовать, а для ручки сделаем немного поменьше. Что у меня в итоге получится, я еще сам не знаю. Буду на ходу придумывать, но кое-какая мысль у меня уже образовалась. То есть заднюю часть топора, вот здесь ручка, заднюю часть я хочу прямую сделать, без вот этого раскоса. Ну а здесь такое лезвие. Ну, в общем, чтобы это мне сделать, будем отпиливать вот эту часть для ручки, потом ее немножко подрезать и загибать сюда. Немного меняем угол. На глаз отрезал. Смотрим, что у нас получается по ручке. Так. Он небольшой, поэтому ручка примерно длиной с полметра, больше не надо. Ну и кромку лезвия направим сюда. Ну и соответственно, раз мы поменяли вот этот угол, то и здесь росточку нам тоже надо поменять. Либо здесь немножко доварить, а здесь обрезать, чтобы не сильно большой клин получился. Нет, все же я сделал еще больший угол. То есть сильнее загнул, иначе приходилось много обрезать. В общем, подправим немножко лезвием. Чуть-чуть лезвие лучше подточим. Так. Ну а теперь, естественно, тогда уже по-любому придется здесь доваривать. А здесь либо оставить, либо подтачивать еще, потому что слишком большой уже клин получается на выходе. Ну и здесь можно попробовать молотком подстучать, сузить нагрев. По этой части я немного заварю, набросаю металла, а потом будем аккуратно выбирать и здесь чуть-чуточку больше снимем. Ну, итак, угол я поменял, но чтобы мне не заужать вот эту вот штуку, вот так, чтобы мне ее не заужать, и здесь не получилась у нас ступенька, снаружи я заварю, это все нормально, сгладим, а снутри это будет делать неудобно, поэтому вот эти края нам надо сточить немножко плавнее, чтобы оно практически совпадало вот с этой кромкой. Итак, что же я сделал? В общем, там, где наложил сварки, пришлось практически ее всю снять.
Но здесь больше углубиться. То есть я изначально сильно углубился, поэтому пришлось ее опять снимать. Можно было меньше углубляться. Так, ну здесь я, как вы видели, решил все-таки нагреть топор и немного тисками сузил, потому что, ну, уж слишком широко было. Ну, у меня была, конечно, из самого начала мысль вообще эту срезать, приварить, а потом накладку более длинную сделать сверху. Ну, в общем, пока так остановился. Еще раз говорю, я сам не знаю, что у меня еще получится. Придумываю все прямо на ходу. Так, в общем, здесь по краям пришлось немного больше сточить, чтобы подошло под угол. Так вот у нас примерно получается. Здесь по внутренней стороне у нас сходится. Там кое-где электродом достану, потом напильником подровняю. Ну и по этой стороне, естественно, свел так. Все тоже по внутрянке сходится. Так, теперь здесь я на конус постачивал. Здесь нету смысла, потому что здесь и так металл проварится. Вот здесь. Нанося металл по внешней стороне. То есть здесь утолщить надо. А вот здесь я снял этот конус, чтобы туда хорошо проварилось. В общем, таким вот способом. То есть немножко у нас, конечно, наклин получилось. Из-за того, что я, во-первых, согнул, у нас уже угол немножко поменялся, поэтому здесь пришлось больше растачивать. Ну, в общем, ладно. Получилось вот так. Итак, смотрим, что уже у нас получилось. Так, все сварил, добавил толщины слоя немножко. Ну, внутри, конечно, я поднакакал немножко. Придется много работать напильником. То есть я внутри проварил тоже. Так, и чего же я добился этим? Я уменьшил посадочную площадь под рукоять, чтобы она поминиатюрнее была. Изменил угол изгиба черенка. Он был вот такой, а мы сделали вот такой. Ну вот, топор у нас получился. Тут маленькие точечки есть, конечно, но это не беда. Потому что сам топор и так весь в раковинах. Так, вот что у нас выходит. Теперь можно придавать форму топору. Так, вот наши изменения. То есть, если сравнивать с топором новым, то есть это был точно такой же формы, с такими же изгибами. И вот у него сантиметра 3, наверное, кромки не хватает у этого топора. Сильно сточенный. И угол мы изменили, чтобы сохранить большую часть лезвия. То есть обрежем вот так. Вот что получается на данном этапе. Форму придали. Теперь надо все хорошенечко зашлифовать. Вот такой блестящий топор. Как я этого добился? Сперва я зачистным кругом, вот таким толстеньким, придавал форму. Потом лепестковым кругом, где-то 60-80, выравнивал все царапины, потому что вот этот круг, он для грубых работ и оставляет глубокие царапины. И постепенно
40, 60, 80 сводил помельче. Потом приступил к лепестковому кругу 120-очки. И дальше уже на липучке 320, 600, 800. Ну, 1000, правда, у меня уже нету, закончились, поэтому пришлось немножко пожертвовать качеством. После 800 я уже приступил к войлочному кругу на болгарку. Но нужна болгарка с регулятором оборотов. Если использовать без регулятора, будет подпаливать немножко топор. Слишком нагревается. Ну, этот круг очень хорошо полирует, но он пока новый, он слишком много постыгоя сжирает, поэтому я на липучку такой кружил, приделал. В общем, пару мелких раковин я пооставлял. Ну, здесь покрупнее, это там, где я варил 2 раковины, я уже не стал их заваривать. Решил, так пускай будет. Это все равно экспериментальный топор. Так, вот, постыгои много у меня, все надо чистить. Так, в общем, вот такая форма получилась. Вкратце объяснил, какими материалами я пользовался. Так, конечно, наждачки вот эти вот быстро улетают, поэтому лучше всего чередовать постепенно, не сразу перескакивая с 80-ки, 120-ки на 320-ку, а постепенно уменьшать, так гораздо эффективнее будет, быстрее, и сэкономим кружки. А так как я со 120-ки на 320-ку перескочил, очень долго и очень много таких кружков пришлось попортить. Поэтому постепенно переходим, не снимаем все царапины. Ну, у меня уже материалы подзакончились, надо закупать, поэтому решил пока вот на таком варианте остановиться. И теперь самое интересное, что мы будем делать дальше. Будем делать золотой топор. Сейчас я его почищу и будем покрывать золотом. Здесь внутри, где поднасрал сварочкой, пришлось очень долго напильником работать. Но все же я справился. Можно было сначала нарисовать, вытравить рисунок, а потом полностью весь покрыть топор под золото. Ну, в частности, я имею в виду латунью покрыть. Что я, в принципе, и хочу сделать. Я хочу травленный рисунок и полностью покрыть его латунью. Но мне хочется просто поэкспериментировать. Я сначала его покрою латунью, а потом вытравлю рисунок. Посмотрю, что получается, контраст какой. И потом все это помою, зачищу, обезжирю и опять полностью покрою латунью. Мне просто хочется посмотреть разницу. Вот для примера. Вот тех, кто смотрел мои прошлые видео, там есть у меня некоторое видео по поводу покрытия металла всякими другими металлами, медью, латунью, травление и тому подобное. Вот я здесь просто попробовал на пластине. Это травленная пластина, и поверхность получается матовая, поэтому у нее такой чуть более матовый цвет получается. А там, где вытравился рисунок, чуть более полированный. Ну, правда, не качественный рисунок, но все равно получается такой. А на сразу полированной поверхности получается вот такой блестящий цвет. Поэтому разница между травленным и гладким будет и так видна. Поэтому я хочу полностью топор в золоте, грубо говоря, сделать. А чтобы больше было блестящего, я просто побольше рисунков сделал. Ну, узор побольше, чтобы блестящего на топоре было гораздо больше, чем травленного. Итак, наша конструкция готова. Взял просто пластиковое ведро 5-литровое. Завернул по кругу фольгу латунную, плюс еще пару трубочек вставил латунных. Топор я нацепил вот на такой электрод. Здесь обмотал изолентой,
чтобы не контактировало. И прямо на этом электроде я обезжирил топор. На латунь по кругу мы цепляем плюс, на саму деталь мы цепляем минус. И я заготовил электролит латунирования. Кто хочет посмотреть, у меня это видео есть, как я готовил электролит латунирования. Но там я покрывал латунью мелкие детали, поэтому использовал маленький ток, зарядное устройство от мобильного телефона. Ну и пробовал, конечно, зарядкой от автомобиля. Но здесь у нас площадь побольше, поэтому попробуем сначала использовать именно зарядку. Где-нибудь 1,5-2 ампера. Выставлю, посмотрим, что у нас будет получаться. Если будет красноватый оттенок, добавим чуть-чуть тока. Если будет совсем черным быстро покрываться, уменьшим ток. Ну, будем экспериментировать. Вот ведь не задача, не хватило немножко жидкости, потому что я отливал, экспериментировал. Пришлось заполнить пространство деревяшками, чтобы весь топор погрузился. Ну, посмотрим. Не дождался я 10 минут, решил просто посмотреть. Ага, вижу, оттенок у нас слегка розовый, медный. Надо тока добавить немного. Поставлю на 3,5 ампера. Наверное, площадь побольше. Тут идет из расхода на каждые 10 квадратных сантиметров детали 1 ампер примерно. Ну, плюс-минус. Прошло 10 минут. Хочется посмотреть, угадал ли я с током, чтобы получить нужный оттенок. Сейчас мы его достанем, оботрем и проверим. Итак, смотрим наш топор. Ну, я, естественно, его помыл, слегка пастогоей натер, потом растворителем смыл все это. Ну, в принципе, почти угадали. Там, где ближе элементы были к латуни, те более желтые. Там, где меньше тока попадало, чуть-чуть розоватые. Ну, в принципе, под золото оно уже подходит, но я все-таки хочу немного желтого цвета добавить, поэтому добавим немного тока. Вот такой вот он уже получается очень похожий. 10 минут, конечно, мало, это тоненький слой, надо минут 20-30, чтобы толстым слоем все это покрылось и надежно защищало, но уже для первого пробного, так сказать, окунания нашего электролиза уже результатом я, в принципе, очень доволен. Надо подрегулировать ток и повторить процедуру. Итак, вот такого золотого цвета он у нас получается. Добился чуть более желтого цвета по сравнению с кольцом. Как-то показать. Но, в общем, чуть более желтый. Мне кажется, этот покрасивее цвет будет. Да, конечно, первый вариант был больше похож на золото 585 пробы, но чуть желтоватее цвет мне нравится. Это я его сейчас покрыл латунью, но еще не полировал. Посмотрим, что после полировки получится. Пришлось мне еще немножко сделать электролита для латунирования, немножко побольше, и побольше кастрюлю взять, чтобы отнести стенки латуни подальше от топора, чтобы более равномерно покрывалось. При маленьком ведерке слишком близко друг к другу находится и неравномерно покрывает.
Поэтому чем дальше стенки латуни будут от изделия, тем лучше. В общем, мне такой цвет больше нравится. В общем, пока на этом цвете и остановлюсь. Ну, меняя силу тока, можно добиться разных оттенков. Это чтобы было понятно, как выглядит полированная железяка и покрытая латунью. Вот такой золотой топорик получается. Итак, приступаем к нанесению рисунка. Как обычно, в интернете нашел пару картинок, разместил по форме топора, чуть-чуть растянул в фотошопе. Вот это нам надо перевести, а остальное что-нибудь придумать, узоры дорисовать вручную. Переводить я буду с помощью жидкости для снятия лака. Обезжириваем спиртом или обезжиривателем. Прилаживаем картинку и начинаем промакивать. Но лучше всего сначала с этой стороны промочить ее, а потом прилаживать. Но так как это весьма неудобно на таком тоненьком листочке, поэтому мы сделаем так. Хорошенько промочили. Теперь придавливаем рисунок, не смещая, очень аккуратно. Если что-то не переведется, дорисуем вручную. Оно должно немного подсохнуть. Пока подсыхает, придавливаем. Уже становится менее видимо, поэтому сейчас мы его размочили, он прилип к нашему топору, но и одновременно к бумаге. И когда высох, он прилип и к бумаге, и к топору. Теперь надо немножко растворить в районе бумаги.
И теперь можно снимать. И вуаля! Итак, вот что у нас получилось. Обрисовал края масляным маркером. От руки так вот небольшие всякие узорчики нарисовал. Ну и на всякий случай еще лезвие обклею. И можно травить. Решил, не буду я закрашивать рисунок. Тонер, в принципе, хорошо очень отпечатался. Только пару точечек покрыл маркером там, где не лег тонер. А так, в принципе, и не буду закрашивать. Должно протравиться и так. Итак, опускаем наш топор. Воды размешал с солью. 1 килограмм соли на 10 литров воды. Использовать буду зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Ток выставил 10 ампер. Вот что у нас получается. Вернее, не получается. Но все-таки я проверил. Это экспериментальный топор, поэтому мне надо было попробовать и убедиться, что к чему. В общем, когда покрыто латунью и ставим натравление, латунь растворяется, но остается на металле. Я травил 10 минут, 20 минут. Думаю, что ж такое-то? Блестящий золотой. Потом не выдержал, достал, начал кисточкой стирать. В общем, верхний слой латуни, он у нас как бы растворился, как такой мокрая была. Я его кисточкой все снял и решил еще немного дотравить, если он не, ну, он практически не протравлен был, то есть слегка так потускневший металл под стертой латунью. Вот, ну и закинул, а тонер, он оставался на месте, но после травления буквально 5 минут еще дотравил на всякий случай. Под тонером все тоже у нас слегка протравилось. Ну, рисунок у нас, конечно, остался. Вот. А там, где было нарисовано маркером, у нас, в принципе, ничего никуда не исчезло. Вот. Но, в общем итоге я где-то минут 50 топор держал в травлении. Естественно, маркер этот не справляется. Маркер рассчитан, ну, на условия где-то до 20 минут, так скажем. Вот. А там, где я дополнительно заклеил изолентой, вообще все шикарно. То есть надо очень хорошо, тщательно все закрывать. Так, поэтому мой эксперимент не удался. То есть латунь у нас не травится, она только растворяется и остается на металле. Когда мы кисточкой все счищаем, то тонер нас уже не спасает, оно травится под тонером. Ну, кое-где, конечно, там слегка осталось, но это не то. В общем, лучше сначала травить металл, а потом уже покрывать всем, чем нам угодно, разными способами. Либо использовать электролит, который травит латунь, грубо говоря, его растворяет. То есть, ну, это
для последующих таких экспериментов. Ну, мне надо было просто проверить. И теперь я все это зачищу, зашлифую, и потом уже можно будет покрыть весь топор золотом. Итак, вот такая красота получается. Полностью металлической щеткой зачистил весь топор. Ну, хочу я вам сказать, я заодно проверил. Латунь очень хорошо, крепко сидит. Я помучился, пока она вся слезла. Так, ну и здесь взял вручную немножко наждачкой, тысячкой прошелся. Вот такая красота. Все-таки хоть что-то осталось. Ну и раз я хотел его покрыть золотом, будем покрывать золотом. Вот такой замечательный топор получился. Есть у меня вот такая доска, брусок березовый из поддона. Вот мы ее обстругаем и из нее сделаем ручку. Получается что-то вроде этого. Слегка еще болгарочкой подровнялся. Сделал прорези, попробовал насаживать. Теперь отшкурим все это. Вот красота. Так, теперь я решил, так как я люблю обжигать дерево, и в моих ранних видео не про топоры, вообще про дерево, я там часто обжигал дерево, ну и сейчас обожгу. Во-первых, это немножко ворсинки приберет, потому что при покрытии морилкой оно поднимает ворс, приходится зачищать, ну, чтобы качественно было, и еще раз пропитывать. В общем, обожгем. Обжег я вот до такого состояния. Сейчас слегка обработаем наждачкой. Насадил топор на ручку, но все-таки я подумал, что я буду клеить клинья. Клинья я изготовил из ясеня и сделал две прорези, потому как я здесь и здесь сделал большую разницу, наверное, видно. Зато топор никогда не слезет. А клеить буду, потому что все равно, даже просто забитые клинья, этот топор уже не получится снять, не высверлив здесь ничего. Я просто, когда понадобится, я срежу ручку, а сюда сделаю новую. А это пойдет уже на более мелкий, допустим, топор или еще другой какой-то. В общем, когда захочу поэкспериментировать дальше с этим топором, тогда и будем думать. И, соответственно, здесь у меня уширение идет, чтобы ручка, чтобы топор не налазил дальше на ручку, а плотно уперся сюда. И здесь, соответственно, расклиню. Можно было и не клеить, чтобы и потом дальше загонять клинья, но я считаю по-другому. Просто если понадобится,
Просто сделаем насечку и вгоним еще один клин. Ну, я думаю, до этого не дойдет. Я скорее этот топор опять сниму с ручки и начну что-нибудь с ним мудрить. В общем, клеим. Итак, у нас получился отличный топорик. Красота. Все-таки удалось мне расклинить практически до самого конца. Уже побоялся, что не расклинится. Осталось ручку покрыть морилкой. Ну, в общем, вот такой вот шикарный топор получился. Конечно, покрытие латунью, оно придает только декоративные свойства и защитные в плане нет коррозии металла. Латунь может немного потускнеть, но его можно всегда отполировать. Вот, конечно, механических нагрузок латунь может и не выдержать. Ну, хотя кто его знает. Да, нет, в принципе, да, латунь мягкая. Если им дрова колоть, то, я думаю, немного подизносится латунь. Но опять же, ничего не мешает его зачистить и опять покрыть латунью, что мы, собственно говоря, и делали. Ну а на этом все. Ставьте лайки и не забывайте смотреть другие видео на нашем канале. Всем пока!